Одним летним днем в далеком сельском поселении жила-была семья маленького мальчика по имени Дэвид. Его родители, простые и добродушные люди, несли счастье и уют в этот скромный дом. Они учили Дэвида мудрости мира и наставляли на добрые дела. В семье были трудные времена, когда отец отправился работать в город, чтобы обеспечивать свою семью. Мальчику было очень тяжело без отца, у него болело сердце. Но он знал, что должен быть сильным для матери и решить ее проблемы. Однажды, в созвучии с приходом дня рождения Дэвида, его мать подарила ему мягкую игрушку-медвежонка, которого мальчик назвал Бобби. Дни пролетали, и Дэвид становился все смелее и зрелее. Он отличался добротой и состраданием к окружающим. Весь этот нагоняющий страх мир, который окружал его, только приоткрывал его глубокое понимание несправедливости мира. Однажды, прогуливаясь во дворе, Дэвид услышал странный звук. Он обернулся и увидел медвежонка. Он убегал от охотников. Мальчик был в шоке, когда охотники начали кричать мальчику, чтобы тот ушел, чтобы охотники смогли попасть в медвежонка. Но мальчик не понимал, что ему делать. Он кричал: «Зачем вы так с медвежонком, изверги?» Но потом он услышал выстрел и закрыл собой медвежонка. Открыв глаза, Дэвид обнаружил, что он лежит на земле, а над ним взмывают птицы, испуганные грохотом выстрела. Он понял, что медвежонка убили. Горе и ярость заполнили его сердце. Внезапно, в момент слез и отчаяния, Дэвид ощутил, как медвежонок вдруг начинает подниматься. Удивленный, мальчик приподнялся и увидел, что в медвежонка не попали. Охотники были в ужасе, что они могли попасть в ребенка, и сразу из-за этой мысли убежали в лес. Переполняемый радостью, Дэвид обнял медвежонка и понял, что в этот день произошло что-то особенное. Он осознал, что судьба преподнесла ему возможность изменить несправедливость и бороться за каждую жизнь. Дэвид обнял медвежонка и пошел домой. С этого дня Дэвид превратился в настоящего защитника животных. Он предлагал убежище котятам, спасал брошенных собак, искоренял ловушки для диких птиц и боролся против браконьеров. В каждом новом спасенном животном Дэвид видел медвежонка, и в его душе пылала искра надежды и сострадания. Годы прошли, и Дэвид стал знаменитым экологом и защитником животных. Он основал приют для травмированных и бездомных существ, где каждое животное могло найти любовь и заботу, которую они заслуживают. Дэвид стремился изменить мир, уча людей осознанному и доброму обращению с животными. Однажды домой к Дэвиду пришла журналистка, чтобы сделать репортаж о его работе. Во время интервью она заметила игрушку-медвежонка, который всегда находился рядом с ним. Дэвид вспомнил тот день, когда его мать дарила ему Бобби, и рассказал журналистке о своей великой любви к животным и о том, как он стал защитником тех, кто не может говорить о своих страданиях. Репортаж о Дэвиде и его работе стал взрывом в социальных сетях и СМИ. Его история вдохновила миллионы людей по всему миру изменить отношение к животным. Больше людей стали поддерживать приют, волонтерствовать и помогать тем, кто нуждается в защите. Семья маленького мальчика Дэвида была горда его достижениями и тем, что он сделал с маленьким медвежонком в тот далекий летний день. Они были благодарны за то, что их сын нашел свое предназначение и умение изменять мир. И игрушка-медвежонок Бобби, хранитель памяти о том знаменательном дне, всегда стоял на виду в доме семьи Дэвида, напоминая им о том, что хоть и мир может быть жестоким, есть место и для добра и сострадания, и каждый из нас способен изменить мир не только для себя, но и для тех, кто находится в более уязвимом положении. История Дэвида и его медвежонка вечно останутся символами надежды и любви для всех. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.